Привет всем! Сегодня у нас будет поездка. Мы посетим 3 разные страны. Зачем мы едем? Мы едем за вином. То есть это немножко винный тур. За вино у нас отвечает Словения. И вот этот мужчина, который Бранко Чотар. Владелец очень известного бренда словенского вина. А потом мы заедем за закуской. За закуской мы заедем в Италию, в город Сан-Даниэле, такую столицу итальянского прошутто, где полно прошуттерий. На душу населения какое-то неимоверное количество. И в конце мы вернемся в Австрию, где я вам подробно расскажу про то вино, которое мы купили, что оно из себя представляет и почему именно это вино. Это у нас будет Австрия, Каринтия, озеро Осиахер-Зее, где, как знают подписчики и постоянные зрители, мы и обитаем. Итак, сегодняшний маршрут. Выезжаем мы утром из Австрии с озера Осиах и едем в город Коммен. Город громко сказано, такой городок Комен, это юг Словении, где мы будем покупать вино. Вино я покупаю 2 раза в год. Одна закупка идет примерно на полгода, хватает. Вино исключительно словенское и исключительно в долине Крас. Это юг Словении на границе с Италией. И там есть такое редкое вино, называется Теран и его разновидности. Мы это в Италии, там они не стали заморачиваться с виньетками, а все платишь живыми деньгами. То есть на въезде получаешь, на магистраль получаешь билетик, который при выезде отовариваешь. Итак, мы приехали в Словению, дорога заняла 2 часа 30 минут, и вот это винный дом Чотар. Там такая сельский дом, очень приятная обстановка и инжир. Как раз он тогда был созревший, великолепный инжир. Итак, Бранко Чотар – это владелец. Их двое, отец Бранко и сын Вася. Вот у них Бранко и Вася Чотар производят вино. Он нас пригласил в дегустационный зал, где, собственно, вино пробуется и где происходит некоторая договоренность, что почем и сколько. Почему именно это вино? Я его попробовал в Вене, то есть я уже несколько лет покупаю Теран разных производителей, а в Вене как-то попробовал вина вот этого дома Чотар и понял, что это топ. У нас идет процесс дегустации. Бутылки, характерная особенность, все этикетки имеют такой отпечаток пальца. А на этикетах отпечаток пальца. Здесь у отца и сына Чотар производится вино Теран. Теран — это вообще редкий сорт, который производится именно в этой местности. Это Рифоск, сорт винограда, который на севере Италии повсеместно. Но Рифоск выращенный на карстовых почвах, на почвах, богатых железом. Это очень небольшой регион Словении, там уникальная почва, очень богатая железом. И на этих почвах виноград, который Рифоск, он дает очень интересный вкус вина. Вот это вино называется Теран. Бранко нам все это объясняет. Я это немножко уже раньше знал. Кроме Терана есть белое вино Мальвазия. Вот тут видите Алексей, это мы с ним ездили. Алексей подписчик, зритель моего канала. И он живет и работает в Австрии. И вот мы с ним договорились вместе съездить. Есть Мальвазия, белое вино. И есть красное вино Терра Роса. Это купаж из Терана, Каберне Савиньон и Мерло. Видите, это само село, где все происходило. Сейчас мы идем в святая святых, погреба, винные погреба. Снимал айфоном,
Освещение там, ну, сами понимаете, это подвалы. Так что качество немножко, ну, как не очень хорошее, но прошу извинить, там с освещенностью большие проблемы. Как и положено в видных погребах. Хозяйство оказалось на удивление большое. Вот смотрите, то есть это очень хорошее хранилище по объему. То есть это уже такое промышленное производство. Такие промышленные объемы. У них, естественно, свои виноградники. И как бы все это налажено. Вот смотрите, отправляют Корея. Вот мы просто смотрим, куда идут партии. Токио. Там у нас не могу прочитать. Штутгарт, Германию. То есть марка на самом деле очень интересная. Я попробовал первый раз в Вене и понял, что, наверное, я буду покупать это вино. Вот видите, это наша покупка. Ну, такая тележка. Всего было 12 ящиков у меня и у Алексея, несколько ящиков у Алексея. Вот сейчас он наливает вино из бочки еще без сульфитов. Вот сульфиты добавляют при упаковке в бутылку. А вот это вино еще без сульфитов. Мы пробуем. Это Terra Rossa, 2016 год. Вот. Ну, великолепное вино. Радужный хозяин. И все, я смотрю, организовано очень-очень цивильно. Нам осталось теперь подогнать машину, погрузиться. А внутри Европейского Союза там огромное количество можно провозить. Никаких проблем, никаких таможенных границ нет. То есть набить багажник вином из одной стороны в другую, это абсолютно все законно и без проблем. Вот смотрите, цвет почвы там. То есть мы отоварились, заплатили. Я потом расскажу, что за вино, почем стоит и так далее. Все подробности будут в конце. А пока любуемся на красоту славянскую и собираемся ехать дальше. Алексей, мой попутчик и товарищ по этой закупке, вот это город Комен, он предложил заехать в Сан-Даниэле. Небольшой городок Сан-Даниэле в Италии, где производится известная прошутто. Ну, соответственно, это нам по пути. То есть мы ехали через Италию. То есть из Австрии в Словению есть два варианта. Можно через Караванкин туннель и Люблян, а можно через Италию. Через Италию чуть дальше, но получается быстрее. Там все время ты едешь практически по магистрали. А если ехать через Караванкин туннель, то в туннеле скорость ограничена, а потом вокруг Любляны ты объезжаешь вроде бы по магистрали, но там всегда пробки. То есть там ты быстро не проедешь, не промчишься. Ну, вот типичный славянский пейзаж. Это очень близко от моря. Рядом Триест. Ну, вообще, у меня есть ролик на канале про горешко Брда. Там другое вино, оно мне не очень по вкусу, но тоже очень такое дорогое, которое, в общем-то, по всему миру, ну, ценители его заказывают. Вообще в Словении есть такие редкие сорта вина, которые пользуются такой нездоровой популярностью среди ценителей. Вот. Ну, видите, великолепно все это красиво. А просто постоять. Так, я люблю вот в оливковой роще. Не знаю, бывали ли вы в оливковой роще. Если будете когда-нибудь в стране, где выращивают оливки, зайдите внутрь в оливковую рощу, постойте там. Просто постойте, вот само ощущение. Также виноградник. Просто зайдите между лозой, где-то там вот постойте внутри. Очень интересная там какая-то энергетика, мне непонятная, но очень интересно все. Это как раз вот и грозди висят, как раз сезон. Вот. То есть мы проехались по округе. Сама эта местность Крас, она очень небольшая. Ну, там вся Словения небольшая, а это маленькая часть маленькой Словении. Вот. И там есть достаточно много хозяйств, которые производят тыквы, видишь, вот, какие тыквы? вино Тиран.
Также Мальвазия, вот белое вино Мальвазия тоже характерное для тех мест. Но я про это буду рассказывать в конце. Вот мы проезжали вот другое. Пипан тоже винодельня. Ну, нас зазвали. А мы зашли, тут было все немножко попроще, поавтентичнее. Такой подвал. Был мужичок, который сказал, что главный моя жена, но ее сейчас нет. Но я вам все, что надо, покажу. Ну, тоже вот, видите, у них там и бочки, у них там вот бутылки упакованы. Но у него хозяйство, конечно, сильно поменьше, чем у Чотара. Ну, мы из уважения по несколько бутылок взяли, попробовали, но у него вино в 2 раза дешевле, чем у Чотара. Вообще у Чотара, до этого я покупал, вот пару лет я в одном месте покупал вино очень хорошего качества. Оно в 2 раза дешевле ровно, чем вино Чотара. У Чотара вино самое дорогое, но соотношение цена-качество правильное. То есть у него вино объективно гораздо лучше, чем у других производителей. При том, что там другое вино я был довольно счастлив. Но вот так получается. Как бы нет предела совершенству. Ну, вот видите, у него там все по свойству. Он нас пригласил посидеть, немножко все это отметить. Вот, но нам предстояло ехать. Мы уже и так надегустировались. Ну, в общем-то, там по промиллям, но старались помалу, понемножку пить, но все равно это уже некоторая граница была, дальше которой, учитывая предстоящую дорогу, но нам не стоило заправляться. Вот видите, виноградники с грозди висят. Ну, красота, конечно. А теперь мы едем из Словении, вот рядом с Адриатическим морем. Мы едем в Сан-Даниэле. Это в Италии. А дорога у нас займет 1 час 15 минут. И по дороге мы увидели вот такую красивую церковь. Это у нас Миренский град. И решили заехать. Ну, красота, почему бы не остановиться, не сделать паузу. Это Миренский град, и там церковь Скорбящей Божией Матери. Первый раз там церковь на этом холме, это небольшой холм, около 200 метров, появилась в 1350 году. Потом здесь были постоянно какие-то войны, кто-то с кем-то воевал. Каждый раз этот храм разрушался, сгорал и так далее, его восстанавливали. Вот сегодняшний вид он имеет с 19 века, хотя после Первой мировой войны его опять же разрушили во время Первой мировой войны, но его восстановили уже вот в таком виде. Вторая мировая война были опять большие разрушения. Вот. А там открывается с этого холма вид и на Италию, на Словению, на долины. Кругом очень красивый вид. Мы просто походили, посмотрели. Красота неописуемая, конечно. И там же находится монастырь лазаристов. Лазаристы — это такая конгрегация небольшая. Когда-то во времена расцвета она насчитывала 6 тысяч монахов. Сейчас гораздо меньше, сейчас половина примерно. И у них в разных странах есть вот такие монастыри. Ну, это не какая-то секта, это абсолютно Папа Римский ее учредил в свое время. Давно еще, это был 17 век. И они занимаются, в основном они занимаются образованием, подготовкой священнослужителей. То есть это священники, которые учат священников. Ну, вот такое интересное. Вот здесь внутри этой церкви мы зашли. Ну, это католическая, надо понимать, конечно, церковь. Католический храм. Ну, нам после дегустации как раз надо было походить немножко остыть, прийти в себя. Ну, такая простая внутренняя отделка, но в то же время очень такая интересная церковь. Согласитесь, гармоничная. То есть она не украшена сильно, но как-то вот интересное ощущение. А здесь на этом холме пальмы. Там посмотрим гранаты. Миренский пот вот этот. Также инжир. Словения. Вот если бы в свое время мы не поселились в Австрии, альтернативой была именно Словения.
Вот. У Австрии есть несколько преимуществ по сравнению со Словенией. В то же время у Словении, например, климат в некотором отношении поприятней. Ну, то есть вот видите, гранаты. Словения, конечно, немножко менее развита, чем Австрия. У Словении, это маленькая страна, у нее есть свои проблемы с самоидентичностью, за которую Словения борется усиленно. И, соответственно, чуждому элементу там другие трудности. С другой стороны, славянский язык — это славянский язык, язык проще. То есть вот плюсов у Словении, в общем-то, достаточно много. И плюсы Австрии, только немножко перевесили. Хотя вот как вариант, Словения — это очень хорошая страна. Все-таки необычной красоты, отличного климата. Вот мы поехали. Едем дальше. У нас следующая остановка — это Сан-Даниэле. Едем, разговариваем с Алексеем. Он переехал в Австрию, нашел работу, нашел работодателя. Он работает в компьютерной сфере, IT-технологии. И, в общем-то, уже довольно давно он отлично знает немецкий язык, то есть выучил, сдал соответствующие тесты и живет, неплохо зарабатывает. Как бы нашел себя в Австрии и, естественно, никуда там уезжать не собирается. Итак, мы прибыли с Сан-Даниэля. Вот видите, там куча указателей. Сан-Даниэля — это очень небольшой город, там около 8 тысяч населения. И там везде на каждом шагу прошутерии. То есть вот магазины, такие рестораны, где можно продегустировать, попробовать купить прошутто. Видимо, там все окрестности, все сельское хозяйство заточено на прошутто. Здесь в Сан-Даниэле очень интересный храм. Для такого маленького города, конечно, абсолютно роскошный храм. В отличном состоянии и очень стильный. Понравилось. А вообще городок, Италия. Вот как тосканский пейзаж, вот ты можешь посмотреть пейзаж и сказать, да, это Тоскана. Даже любой такой классический итальянский город, ты можешь посмотреть на одну улицу и сказать, да, это итальянский город. Здесь все абсолютно классически, абсолютно Италия. Мы, естественно, погуляли. Перед тем, как заходить в прошутерии, походили, посмотрели. Там весь город можно за 15 минут все интересное обойти. Конечно, интересно было бы съездить на ферму, но у нас со временем мы одним днем. Вот видите, очередная прошутерия. То есть это все, мы уехали в 10 утра, домой мы вернемся к 5 часам. То есть все очень быстро. Вот металлическая женщина, на плече которой сидит металлическая птица. Никак не старина. Кредит Агриколе, сельхозбанк итальянский. А здесь очередная прошутерия. Мы зайдем и так и отоваримся. Я не сказать, что любитель вот этого прошутто. Мне само это не очень, я одобряю все это. Но, тем не менее, зашли, купили какой-то колбаски, само это прошутто, шампанского, бутылочку итальянского. В общем, там людей снимать неудобно было, но товар мы сняли. А потом на машину и надо возвращаться. Нам осталось проехать совсем, в общем-то, недолго, 1 час 40 минут до озера Осиах. И привезти полную машину всяких напитков и закусок. Дорога, кстати, красивейшая. Вот эта дорога, я как-то ехал, были дожди, сильные дожди. И все эти горы, просто куда ни посмотришь, там были водопады. Все это было в водопадах. И ты ехал кругом струи воды с гор. Вообще архитектурное такое строительное чудо. Огромное количество мостов, туннелей. То есть сколько это стоило труда, как это все было сделано, уму непостижимо, при том, что район очень малонаселенный. Это граница между Австрией и Италией. Вообще эта магистраль идет вдоль границы со Словенией.
То есть это как раз место, где сходятся три страны: Австрия, Италия, Словения. Итак, мы прибыли. Это Асиах Ерзея, это Лира, эмблема озера. Это в селе Асиах. Я про село Асиах сделаю отдельный ролик. Вообще это интересно. Там село с прилежащими хуторами, скажем так. 750 жителей. Одна из самых маленьких общин всей Австрии. Это община, есть бургомистр, есть почта. Вот. И я просто покажу, как живет вот это село. Там будет фильм про чем занимаются люди, про недвижимость, про туризм. Ну, такое просто наблюдение. Ну, я это немножко хорошо знаю, потому что сам обитаю в этих краях уже довольно давно. У нас уже в этом году, в следующем и предстоящем году будет 8 лет жизни в этих местах. Итак, мы выполнили задачу, то есть было закуплено вино. Почему именно это вино? Ну, Тиран вообще как сорт, он имеет очень специфический вкус. Некоторые даже не считают это вином, говорят, это не вино, это какой-то вот напиток. То есть у этого вина очень яркий вкус, яркий фруктовый вкус. При этом оно всегда слабоалкогольное, скажем так, то есть от 11 до 12% максимум. То есть это вино, которое, если посмотреть там Vivino, другие рейтинги, рейтинги у Тирана, там вот великолепного Тирана, который мы брали у Бранко Чотара, или вина, в составе которого есть Тиран, вот, Terra Rossa, рейтинги там 3,4, 3,5 из 5, то есть это очень низкие рейтинги. При том, что люди, которые вот сидят на итальянском вине или на французском, вот он пробует, он не понимает. То есть это для него что-то другое, что-то непонятно. Он привык, чтобы его итальянские 14,5-15% в нос давали, в нос шибали. Он поэтому немножко не очень понимает. А при том, что это вино дорогое достаточно, для Словении это дорогое вино. И это вино, в общем-то, расходится фактически на корню по любителям и знатокам. Именно у Бранко Чотара, после того, как я попробовал в Вене, понял, что это вино такая некоторая вершина вин этого региона. То есть я до этого пробовал, наверное, 6 вин разных производителей Тиран. И то, что цена вина у Бранко Чотара в 2 раза дороже, чем у его конкурентов, на самом деле это абсолютно оправданно. Что уж он там делает, как он там соблюдает технологию, какие у него хитрости, этого никто не знает. Итак, я вам показываю вот некоторую выставку. 3 вида вина. Это у нас Terra Rossa, стоит 15 евро бутылка. Это купаж 40% Тиран, 40% Каберне, 20% Мерло. Вино обалденное. Я в следующий раз, когда буду покупать вино у Бранко Чотара, больше возьму этого вина, чем Тирана. Сейчас я взял 8 коробок Тирана и 2 коробки вот Terra Rossa. А в следующий раз сделаю наоборот. Terra Rossa оказалось, конечно, вино просто уникальное. Мне очень понравилось. Вот это у нас Тиран. Его называют черное вино. Вот Terra Rossa это красное вино. Вот это вино сами словенцы называют черное вино. Он стоит бутылка 11 евро. Это такой беспроигрышный абсолютно вариант. Великолепно. Потрясающее вино. Абсолютно. То есть, если вам когда-нибудь доведется увидеть словенское вино, Тиран, возьмите, попробуйте, возможно, это будет ваш вкус. Не факт, но, возможно, это как раз то, что вы искали. И третий у нас это Мальвазия. Мальвазия белое вино. Стоит тоже 15 евро бутылка. Это вообще уникальная штучка. Я тоже в следующий раз его возьму больше. Сейчас я взял 2 коробки, а возьму там 5-6 коробок абсолютно. То есть оно по цвету как квас, консистенция и цвет как квас. Оно белое вино, которое можно пить холодным. Не холодным, а наоборот комнатной температуры. То есть его не надо охлаждать. Можно охладить, сильно охлаждать вообще не надо, вкус потеряется.
То есть это тоже такая уникальная, редкая штучка для белого вина. Это абсолютно нетипичное белое вино. В Австрии очень хорошие белые вина, но это вот что-то совсем различное. И раскрывается вино именно при комнатной температуре, что абсолютно нетипично для белого вина. А для всех, ну кроме белого, вот для Террароса и для черного вина, для Тирана, их желательно очень хорошо готовить. То есть в декантер хотя бы часа за 3-4. А если постоит день в декантере, ничего плохого не будет. То есть вот как вариант. А на этом все. Кликните, пожалуйста, котика, откроется окно подписки. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, если вы еще не подписаны. И успехов вам!